Добрый день, дорогие друзья. Люди часто спрашивают, задают вопрос, что такое варикоз, и, соответственно, как предупредить его развитие и как вылечить уже имеющийся. Если со здоровьем есть проблемы, то записывайтесь на бесплатный вебинар. Там все очень подробно объясняется. Не буду дублировать, ссылочка в описании под этим видео. Ну, варикоз– это варикозное расширение вен. Как правило, начинается он именно с ног. В основном с нижней части ноги, потом может подниматься выше-выше. Вот, но только на ногах и бывает. Что такое варикоз? Варикозное расширение вен. То есть венка расширена. Почему она расширяется? Потому что кровь застаивается в венке, и если существует предрасположенность у человека, которая передается по наследству, то есть слабость сосудистой стенки, да, то когда кровь стоит в ней, она растягивает ее, создает клапанную недостаточность, вот, и, соответственно, кровь падает еще ниже до следующего клапана. И там тоже, то есть расширение стенки. Вот эти узлы, которые мы видим, варикозные узлы на ногах, это и есть как раз вот это самое заболевание, варикозное расширение вен нижних конечностей. Возникает оно, как я уже сказал, из-за того, что кровь застаивается и растягивает стенку вены сосудов. Растягивает стенку только в том случае, если есть предрасположенность, которая передается по наследству. А вот стоять, застаиваться, она может совершенно по другим причинам. Какие причины развития варикоза? Причиной развития варикоза, она, собственно говоря, одна, единственная. Когда не работает насос, который качает кровь снизу вверх. Да? Но кровь, мы знаем, это жидкость. Мы знаем, что мы живем на Земле. У Земли существует земное притяжение. И все жидкости всегда текут только сверху вниз. Снизу вверх ни одна жидкость сама по себе не течет. Для того, чтобы жидкость текла снизу вверх, должен быть какой-то насос, который ее качает. Так? Вот этим насосом, который прокачивает венозную кровь, является икроножная мышца. Вот. И самой основной причиной развития варикоза нижних конечностей является неработающая вот эта самая икроножная мышца. Почему же она может не работать? Может не работать она по одной простой причине. Потому что у мышц есть такое качество, такое свойство. Чем больше мышца напрягается, тем больше она, в спорте называется, забивается. Да? Мышца состоит из волокон. Соответственно, у мышцы две функции: напряжение и расслабление. Напряжение и расслабление. Соответственно, чем больше мышца напрягается, тем больше накапливается волокон, которые, однажды сжавшись, на всю оставшуюся жизнь остаются зажатыми, напряженными. Сами они уже никогда в жизни больше не расслабятся. Вот эти волокна, эти мышцы с накопленными такими волокнами называют забитыми в спорте. Соответственно, КПД мышцы снижается, потому что эти волокна, хоть они остаются напряженными, но они не работают, они не расслабляются и не сжимаются, они всю жизнь остаются напряженными. То есть КПД мышцы снижается. И здесь тоже, если насос работал раньше на 100%, прокачивал всю венозную кровь снизу вверх, да, то когда он работает на 20%, он прокачивает очень мало. И кровь застаивается и расширяет, растягивает сосудистую стенку. Образуется так называемый варикоз. Раз причиной варикоза является плохо работающий насос, что нужно сделать? Абсолютно правильно, привести насос в порядок, починить его. То есть сделать так, чтобы икроножные мышцы работали на 100%. То есть убрать, расслабить вот эти самые накопленные, забитые, вечно напряженные мышечные волокна. Делается это с помощью статических растяжек. То есть у нас существует рефлекс. Если вы мышцу с накопленными вот этими волокнами растянули и подержали в растянутом положении не менее 2 минут, через 2 минуты включается рефлекс из коры головного мозга, который вот эти забитые волокна расслабляет. И они опять начинают работать. Конечно, это не разовая процедура. Не сразу все 100% забитых волокон начнут работать. Но если вы делаете эту статическую растяжку раз 10 в день, то вы совершенно спокойненько за пару месяцев приведете свои мышцы в идеальное состояние, в такое, каком они были раньше. Да? Так, чтобы все 100% волокон могли сжиматься и расслабляться. Сжиматься и расслабляться. Соответственно, насос ваш начнет работать полноценно на 100%. Кровь не будет застаиваться. И реально практика показывает, что где-то за 1,5-2, 2,5 месяца все симптомы варикоза уходят. Венки становятся ровненькими, без узлов, без вот этих вот напряженных. Да? Гиперпигментация на голенях уходит, рассасывается. То есть полностью все нормализуется. Нормализуется полноценный венозный отток от ноги. А нужно всего-навсего 10 раз в день сделать 2-минутную растяжечку на икроножную мышцу. Вот и все. Таким образом вы очень легко и просто поможете себе избавиться от варикозной болезни своих ног. Благодарю вас.
Добрый день, дорогие друзья! Очень часто люди задают вопрос, как можно самостоятельно избавиться от варикоза. На самом деле все элементарно просто. Если со здоровьем есть проблемы, то записывайтесь на бесплатный вебинар. Там все очень подробно объясняется. Не буду дублировать, ссылочка в описании под этим видео. Что такое варикоз? Варикоз – это застой крови в венах. Кровь – это жидкость. Понятное дело, что жидкость снизу вверх сама течь не может. Логично? Логично. Почему? Потому что существует такая вещь, как земное притяжение. И вся жидкость у нас только вниз течет, вверх не течет. Соответственно, чтобы жидкость текла снизу вверх, должен быть какой-то насос, который прокачивал бы ее. Вот таким насосом является икроножная мышца. Соответственно, стоит кровь, застаивается, образуется варикоз по двум причинам. Первая причина – предрасположенность, то есть по наследству передается слабость сосудистой стенки венозной. Это не обязательно, что у вас обязательно будет варикоз, если у вас есть предрасположенность. Предрасположенность только предполагает в случае, если плохо будет работать вот этот самый насос, то тогда у вас кровь не просто будет стоять, а будет именно растягивать слабенькую сосудистую венозную стеночку, и тогда будет образовываться варикоз. Вот как это все устроено. То есть первая предрасположенность, а второе не работает насос. Это самое главное. Соответственно, что нужно сделать? Восстановить насос. И тогда даже при предрасположенности у вас кровь не будет застаиваться, потому что насос будет прокачивать венозную кровь, она будет свободненько оттекать, и никакого варикоза не будет. Самых устремленных, готовых взять ответственность за свое здоровье в собственные руки, я приглашаю в клуб «Школы здоровья». Там я научу вас справляться со своими заболеваниями. Вот этим насосом, как я уже сказал, является икроножная мышца. При ходьбе, при движении мы двигаемся, мышца сжимается, расслабляется и таким образом прокачивает вот эту самую венозную кровь снизу вверх. Когда этот насос перестает работать? В спорте есть такой термин «забитые мышцы». То есть, когда мышца работает неполноценно, там, на сколько-то процентов там осталось, там, на 20, на 30% вместо 100, которые должна работать. Это называется забитые мышцы. Почему это возникает? Потому что мышцы остаются в напряжении. И эти мышечные волокна, которые остаются вечно в напряжении, они уже не сжимаются и не расслабляются. Они всегда напряжены. Соответственно, они не прокачивают кровь. Естественно, КПД насоса снижается. Что нужно сделать? Нужно сделать эти волокна такими, чтобы они снова могли сжиматься и растягиваться. Делается это с помощью статической растяжечки для икроножной мышцы. Только один нюанс. Эту растяжку нужно делать не один раз в неделю, а где-то раз 10 в день. Тогда реально за 2,5 месяца вы приведете свои икроножные мышцы в порядок, и варикоз у вас уйдет. И не будет никакого варикозного расширения вен. Выполняется эта растяжечка элементарно просто. Нужно подойти к стеночке, поставить ножку пальчиками на стенку и вот так попу подтянуть вот так к стеночке. Вот тянется икроножная мышца. 2 минуты постояли и потом поменяли ноги. Сделали то же самое другой ногой. Вот так совершенно несложно вы за пару месяцев можете вылечить свой варикоз. Без всяких врачей, без обследований и без таблеток. Благодарю вас. Всего доброго. Происходит проталкивание венозной крови снизу вверх, и она течет обратно вверх. Вот как это все происходит. Именно поэтому в артерии клапанов нету, потому что они там не нужны, потому что сердце гоняет кровь по артериям, а в венах есть клапаны, потому что кровь течет против земного притяжения. Вот как это все устроено. Что такое варикоз? Варикоз – это когда по какой-то причине, сейчас разберем по какой, происходит расслабление, растяжение вот этих самых клапанов. То есть вот венозная кровь упала на клапан, клапаны, вот створочки клапана соединены. Она здесь стоит на них. Если стенка сосуда слабая, то накапливается большой столбик крови, он как бы растягивает, раздавливает стенку вены, она расходится, и клапаны расходятся вот так. То есть они остаются, здесь проблем с клапанами нет, просто стенка расширяется вот так, и клапаны разводятся, и кровь начинает уже мимо этих клапанов уже стекать обратно. При этом, естественно, на расширенных стенках образуются такой видимые внешне вот такие узлы, да? Вот эти узлы и называются варикоз. Почему это образуется? Это образуется по двум причинам. Первое. То, что сосудистая стенка слабенькая, да, потому что у кого-то бывает варикоз, а у кого-то не бывает варикоз. Вот. То есть, если стенка слабая, то тогда, соответственно, она растягивается, и тогда возникает вот эта самая клапанная относительная недостаточность. В случае, если стенка крепкая, сильная,
то не растягивается она, стоящей на клапане кровью, вот, и клапан остается закрытым, вот, и все нормально, и варикоза никакого нет. То есть вот эта слабость сосудистой стенки передается по наследству. Но причиной является стояние крови, а не слабость сосудистой стенки. Почему? Потому что кровь против силы притяжения земного сама не течет. Должен работать насос. Если насос работает нормально, то есть у вас предрасположенность к слабости вот этой сосудистой стенки или нет у вас ее, у вас варикоза никогда не будет, потому что насос нормально работает и кровь не застаивается, она прогоняет. Соответственно, и нечему расширять, растягивать сосудистую стенку. И она не будет растягиваться, даже если есть у вас предрасположенность к этому. А вот если насос не работает и имеется предрасположенность, то тогда вы и получаете вот этот самый так называемый варикоз. Вот что такое варикоз. Причиной его является ненормально работающая икроножная мышца, то есть которая слабо работает. То есть снижение коэффициента полезного действия насоса и вызывает развитие варикоза. Что нужно сделать? Естественно, восстановить КПД насоса. Почему снижается КПД этой икроножной мышцы? Потому что она накапливает в себе забитые волокна. Забитые волокна, вы помните, это вечно напряженные волокна, которые однажды сжавшись, остаются на всю оставшуюся жизнь напряженными. Соответственно, если вы с помощью статических растяжек вот этой самой икроножной мышцы раз 10 в день вот, приведете в порядок свою икроножную мышцу, эти волокна опять начнут сжиматься и расслабляться, вот, то есть мышца начнет полноценно работать, восстановит свой КПД, и тогда, соответственно, она будет прокачивать полноценно кровь, и никогда никакого варикоза у вас не будет. Даже если он был, он лечится реально где-то 2-2,5 месяца максимум. Если раз в 10 дней будете делать вот эту растяжечку, приведете быстренько свою икроножную мышцу в порядок, и она начнет нормально работать. Вот как это все возникает. В случае, если человек этого не делает, и варикоз тянется, держится у человека годами, возникает вторая, еще большая неприятность. Это когда вот эта стоящая, вечно стоящая в венках кровь начинает вызывать раздражение стенки сосуда вот этой вены, вот, и, соответственно, возникает воспалительный процесс в этой стенке. А воспалительный процесс – это разрушение стенки, а раз стенка разрушается, а помните, мы говорили, что в стенках сосудов у нас находятся факторы свертывания крови. И вот раз стенка разрушается, значит, эти факторы свертывания крови выходят в кровь, и получается тромбоз. Вот это и есть то, что называется тромбофлебит. Флебит – это воспаление стенки вены, которое приводит к повреждению этой стенки, соответственно, выходу факторов свертывания и тромбозу этих вен. Вот, дорогие друзья, что такое тромбофлебит. То есть это то осложнение, которое возникает в результате варикоза, в результате того, что вы не восстановили нормальную проходимость крови в своих венах и довели все это дело до развития воспалительного процесса флебита в венке, и который и вызывает уже тромбоз, тромбофлебит. Что делать при вот этой ситуации? Тромбы придется вам растворять каким-то средством типа, не знаю, сейчас много не буду называть даже какие-то там таблетки или еще что-то, потому что много средств, которые тромбы вызывают лизис тромбов, то есть рассасывание тромбов. Естественно, этот процесс лучше проводить в стационаре под наблюдением врача, потому что рассасывание может привести к тому, что тромб из этого места, где он находится, там, например, начнет рассасываться по бокам, станет меньше и пойдет стоком крови, пойдет куда-то вверх уже по крови понесется. И это грозит реально какими-то очень серьезными осложнениями. Там, типа, например, инфаркт или инсульт, если он куда-то в сосуды мозга попадет или в сосуды сердца. Вот. Поэтому этот процесс самостоятельно лучше не делать. Лучше это делать под наблюдением врача в стационаре. И рано или поздно вам все равно для того, чтобы, поскольку тромбофлебит является следствием варикоза, то вам надо и варикоз тоже обязательно убирать. А чтобы убрать варикоз, вам надо привести в порядок свои икроножные мышцы. Вот как все оно устроено. Поэтому рано или поздно лучше вам заняться своими икроножными мышцами заранее, не доводя себя до варикоза, а тем более до тромбофлебита. Благодарю вас, всего доброго. Если вам было полезно это видео, я прошу вас поставить лайк, потому что тогда и другие люди смогут его больше видеть. А также подписывайтесь на канал. Я здесь несколько раз в неделю рассказываю о методах самостоятельного восстановления здоровья.